Ребят, всем привет! Сейчас мы находимся на закрытии отличного автомобиля. Сейчас дождь, поэтому я начну рассказ об данном авто из салона. И это автомобиль Mitsubishi Lancer 9 поколения 2007 года, 1.6 на механике. Немножко предыстории. Это автомобиль от первого собственника и в родном окрасе. Ну ладно, за исключением капота. Капот вторично красился еще много-много лет назад. И самое главное, что в этом автомобиле, это то, что он не эксплуатировался зимой вообще. У него нет зимней резины. Просто нет, не было, никогда он не был. Этот автомобиль никогда не был на шиномонтаже. У этого автомобиля идеальные задние арки, передние крылья. Идеальные. Там нету ни одного жучка. Как и в принципе по всему автомобилю нету ни одного жучка. Да, у машины один собственник. Мужчина 86-го года, 68-го года рождения. Что вам сказать? У нее родной пробег 114 тысяч километров. У нее в идеальном состоянии масло заливное. У нее каждые 5, 6, 7 тысяч километров менялось масло в двигателе. Тормозная система без нареканий, еще родное сцепление, которое, судя по всему, в ближайшие там 1010-20 придется поменять. Машина все работает по электрике. Сейчас дождь. Пойдем на улицу, посмотрим состояние кузова. Я специально вам покажу прибором, что действительно задние арки не красились. Ну и так в целом внешне расскажу про автомобиль. Итак, сейчас мы на улице, дождь. Посмотрите на состояние кузова. Нету ни единого жучка. У нас крылья, передние крылья в родном окрасе. Вот просто 103 микрона. Они не менялись, они не снимались. Сейчас я открою капот, вам покажу. Состояние резины, состояние тормозной системы, диски, колодки относительно недавно менялись. У нас нету не крашеных элементов ни одного. Задние арки, посмотрите, это грязь. Они изнутри без намека на ржавчину. Здесь то же самое. Бампера задние не красились. Задний бампер не красился. Вот. Завод. Полностью завод. Здесь то же самое. Вот. Естественно, задние плафоны на месте. Ну, 78-й регион, все как полагается, все еще с тех годов. Здесь, соответственно, то же самое, ребят. Родной окрас. Двери, пороги, подвеска в идеальном состоянии. Мы вчера заезжали в сервис. Мастер, который был, ну, скажем так, экспертом, специалистом, который изначально осматривал автомобиль, он не поверил своим глазам и тому, в каком состоянии подвеска. Я привожу дальше фотографии, чтобы вы убедились, как выглядит этот автомобиль снизу. Естественно, лобовой оригинал, плохо видно, но оно родное. Естественно, родная оптика. Сейчас я двери открою капот. Кстати говоря, ручки. Вот как понять, убитая машина или нет? Ручки, они здесь не болтаются вообще. Открываются двери идеально, просто мягко. Состояние подкапотное. Смотрите. Менялся аккумулятор в этом году. Все жидкости в уровне. Сейчас я покажу вам. Крылья не крутились, ничего не снималось. Капот, естественно, снимался, потому что он красился. Маслица, посмотрите, чистейшая. Ну и, соответственно, маслозаливную тоже открою. Ой. Дождь, это, конечно, не просто в дождь делать, посмотрите. Без нагара, без какого-либо намека на нагар. Дождь, конечно, нам не помеха. Ну и, соответственно, даже номер двигателя здесь читается без проблем, что тоже на самом деле редкость.
Подкапотка не мылась ни разу, кстати говоря. В принципе, вся подвеска вот в такой легкой пыли. Когда ее протираешь, те же самые рулевые тяги, они как новые. Мы их протерли, они там металл просто в идеальном состоянии. Что касается состояния салона. Состояние салона требует мойку, химчистку. Сиденье не промятое, вот в этих местах чуть-чуть есть, но опять же, сама фактура сиденья сохранена. Ручка чуть-чуть потерта, но опять же на свой пробег. Состояние руля. Вот состояние руля можете оценить в полной мере, он родной, он просто без намека на износ где-либо. Ну и самое главное, это педальки. Педальки в идеальном состоянии. Коврик чуть-чуть на свои 115-114 тысяч. Ну, боковина, да, у них это стандарт, локтем затирают, но опять же, у пробег не 60, а 114 тысяч километров. У нас два ключа. Ну, по комплектации здесь все стандартно. 4 стеклоподъемника, кондиционер, гидроусилитель руля. Опа. 114. У нас машина стоит на скорости и на этом, как его, на блокировке, на блокираторе, поэтому ее не завести. Здесь ничего не затерто, здесь все очень аккуратненько, в пыли, но тем не менее вот в таком состоянии. Пассажирское, точнее сиденье переднего пассажира тоже в отличном состоянии. Свет, освещение, все работает, все в исправном состоянии. Ребят, автомобиль стоил 330 тысяч рублей. 330 тысяч рублей. Он был выставлен на продажу. Продавец сразу сказал, что торга не будет никакого. От слова вообще. Поэтому он был куплен, собственно, вот за эти деньги. Вот, что еще рассказать по машине. Таких машин я не видел, честно говоря. Имею в виду лансеров 9 в таком состоянии. И на самом деле за адекватные деньги. Машина действительно стоит своих денег. Она стоит адекватных денег. Это не 400 тысяч рублей, как в некоторых салонах. Я видел, скажем так, лансеры с пробегом 90, срезанными крыльями, с сомнительным пробегом в 90, которые выставляли там за 380, за 400 тысяч рублей. Ну, в общем, это было не то. Плюс, огромный плюс, это состояние кузова. Машина по технике очень простая, и тут все взаимозаменяемо, то есть любые элементы сейчас, запчасти можно купить, поменять, не проблема, а вот кузов, ну и номера на 78-м регионе, это конфетка. Вот, поэтому, ребят, пишите в комментариях ваше мнение об данном автомобиле. Купили бы вы Lancer 9 за 330 тысяч рублей с таким пробегом, в таком состоянии? На самом деле, немножко отступления, рассматривали автомат и механику. Автомат был предпочтительнее, но такой вариант в таком состоянии упускать не стали, поэтому рассмотрели механику полноценно и забрали данный автомобиль. Мы уже машину поставили на учет в МРЭО, мы ее вчера забрали. Сегодня съездили, поставили на учет машинку в МРЭО, переоформили, вот приехали домой к клиенту, припарковали машину, ну и, собственно, клиент будет ездить и радоваться на этом отличнейшем автомобиле. Вот, ребят, опять же, да, в комментариях пишите свое мнение, купили бы вы данный автомобиль и что бы вы купили за эти деньги. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, будет еще пару фоток после моего завершения. Всем спасибо за просмотр, всем пока.